Привет, ребята! В этом видео мы будем разбираться снова с пылесосами Dreamy, конкретно серии L50. На рынке появились новые модели L50S Pro Ultra и L50 Ultra AE. И мы посмотрим, чем он отличается от существующих на рынке, выпущенных в 2025 году. Топовый в серии L50 Pro Ultra, его чуть измененный вариант L50 Ultra и L40S Pro Ultra. Хотя по названию это якобы L40, на самом деле это тот же L50. Здесь видите таблицу с характеристиками этих пылесосов. И первое, что мы рассмотрим, это система распознавания. 4 из 5 роботов имеют полноценную систему распознавания, и один робот урезанный. Это L40 Ultra AE. Как видите, здесь распознавание такое же, как урезанных L40 серии тоже там было. Мы недавно снимали ролик AE и CE. Здесь нет RGB камеры, а видите только лазер. А у других роботов есть RGB камера, есть 3D структурированный свет, есть LED подсветка. Первым мы рассмотрим топового робота L50 Pro Ultra, как он распознает. Здесь увидите, он все хорошо объезжает, мало что задевает. L50S Pro Ultra новинка. Она имеет такое же систему распознавания, почему-то распознает хуже. Новая модель, но распознает хуже. Я не понимаю, почему нельзя перенести систему распознавания. Задел, видите, лего игрушки, какашку, провод. Ну и самое хуже распознает L50 Ultra AE. Видите, он много всего сбивает. Все потому, что у него самая простецкая система распознавания, как у самых дешевых роботов. Никогда не берите робота с самой простой системы распознавания. Это получите, что он будет все задевать. То будет собирать все, что плохо лежит. Вернемся к таблице и давайте посмотрим, чем отличаются новые роботы L50S Pro Ultra и L50 Ultra AE от роботов прошлого года. Что касается L50S Pro Ultra, то у него увеличили силу всасывания до 30 тысяч паскалей, а у АЕ до 28 тысяч паскалей. АЕ убрали двойной валик и оставили режущий, который был вообще у предыдущих моделей, таких как X40. Также уменьшили аккумулятор 5200 у L50S Pro Ultra, а просто у L50 Pro Ultra был 6400, как у топовых роботов. Уменьшение аккумулятора коснулось обеих моделей. Переезд порогов L50 Pro Ultra и L50S Pro Ultra одинаковый, 4 сантиметра, а вот L50 Ultra E убрали переезд порогов, решили, что он не нужен. Второй после силы всасывания проапгрейдили температуру мойки тряпок, добавили полусферы нагрева, теперь 100 градусов. Оба пылесоса нагревают, можно использовать термотряпки, что очень хорошо. Уменьшили Dustbox в роботе, коробку для пыли. Если у прежних моделей было 395 мл, то у новых практически в 2 раза 250 мл, что большой минус. Также убрали у старшей версии L50S датчик обнаружения грязи в сточных водах. У АЕ тоже нет этого датчика. Обнаружение грязи на полу у S осталось, а у АЕ модели убрали. Также у модель АЕ механизм подъема двойной. У остальных роботов тройной. Что такое тройной? Это валик, щетка и тряпка. А у АЕ только валик и тряпка. Боковую щетку он поднимать не может. Также у версии АЕ нет видеосвязи. Также обоим роботам убрали оставление тряпок на базе. Как вы видите, много чего порезали в двух новинках, но добавили две позиции. Это увеличение мощности и увеличение температуры нагрева. А теперь давайте подумаем, стоит ли из этих двух улучшений выбирать эти два робота, или все-таки обратиться к старым роботам. Давайте внизу посмотрим цены, которые... Я здесь привел цены в Украине и в Германии, потому что они чуть отличаются. В Украине самый дешевый робот — это L40S Pro Ultra. Он стоит на 25 евро дороже, чем лидер L50 Pro Ultra. И отличаются тем, что у L50 Pro Ultra лидар выезжает из корпуса, он меньше
по высоте 9 сантиметров против 10,4 сантиметра. Также уменьшена у L40 мощность с 19500 до 19000. Единственное преимущество L40S это то, что он существует в черном цвете, а L50 Pro Ultra только белый. Кстати, новинки S и AE, они тоже бывают белые и черные оба. Если вам не надо проезд под мебелью, то выбирайте L40S Pro Ultra. Самый дешевый, офигенный, кстати, робот. Я в своем прошлом видео по выбору роботов в 2026 году весной его определил как лучшая покупка за свои деньги. Давайте теперь рассмотрим L50 Ultra. Он отличается от L50 Pro Ultra тем, что у него тоже не заезжает лидар, но у него другая система переезда, более продвинутая, 6 сантиметров. Так что если надо максимальный переезд, из 50 серии можно выбрать его. Он в Украине у нас дороже стоит, чем 50 Pro Ultra. Его мало предложений. Он мало у кого будет стоять как претендент. А стоит ли выбирать новинки L50S Pro Ultra и AE? AE однозначно не стоит, сильно урезанный робот. А стоит он, кстати, AE так же, как топовый L50 Pro Ultra прошлого года. Я всем говорю, что подождите полгода-год, и вы купите топовый робот за очень вменяемые деньги. Вот 485 евро очень вменяемые деньги за топ. А вот что выбрать, S или просто L50 Pro Ultra? Разница между ними сейчас у нас $85. Я думаю, что не стоит его выбирать, потому что обычный L50 Pro Ultra во многом лучше S-ки. И S-ка нужна только тем, у кого много ковров. Большая повышенная мощность всасывания нужна только тем, у кого очень ворсистые ковры, их много. А у кого твердое покрытие, тем 19500, 19 тысяч хватит вполне с головой. А если бы они стоили одинаково, L50 Pro Ultra и S, ну тут уже каждый решает. Может, кому-то надо черный, выберет S. Но я бы в любом случае брал или L40S Pro Ultra, или L50. Это лучшие покупки. Скоро они, скорее всего, исчезнут и останется в продаже только более новые урезанные версии S и AE. Так что поспешите, пока старые версии есть в продаже, покупайте их. Сейчас на них очень хорошие цены. Вот, а на этом все. Напоминаю, что самые качественные аксессуары вы можете купить по ссылке в описании. Пока.